Четвертая часть игры из серии The Sims при выходе в 2014 году была встречена недовольными игроками и плохими отзывами. За прошедшие годы в базовую игру было внесено множество обновлений, но лично мне бы хотелось увидеть, какой была базовая игра в 2014 году и как она изменилась на данный момент. Всем привет, с вами Фиджик, запасайтесь вкусняшками, а мы начинаем новое видео. Не забудь подписаться на канал. Sims 4 вышла с множеством недостающих элементов и деталей. Одним словом, она была очень сырой на момент выхода. Я хочу сравнить и показать вам, как игра прогрессировала с тех времен между базовой игрой 2014 года по сравнению с 2022. Когда вы запустите игру, вы сразу же увидите, что главное меню очень изменилось. На самом деле, главное меню прошло через множество различных изменений, прежде чем стать тем, к чему мы привыкли на сегодняшний день. Помимо главного меню, экран загрузки был другим, и он тоже потерпел множество изменений. А самое заметное изменение было, когда разработчики изменили его на этот ужасный цвет. Вырви глазный синий. И каждый человек жаловался на это. Поэтому они изменили цвет фона на лучший оттенок синего, который не вызывал головную боль, и наши глаза сказали спасибо и на этом. Теперь самое большое изменение в игре, по крайней мере визуально, не в плане геймплея, просто визуально. Оно заключалось в следующем. Карта мира. Карты мира в 2014 году выглядели очень пустыми и имели черно-белый стиль. Когда вы наводили курсор на район, район становился цветным. Лично мне такой вид не нравился. Это выглядит так, как будто они не дали дизайнеру достаточно времени и выпустили продукт, не законченный до конца. Я до сих пор скучаю по свободным передвижениям камеры, например, как в Sims 2 и Sims 3. Там это выглядело намного лучше. Говоря о мирах, при запуске Sims 4 их было всего лишь два. Это Willow Creek и Oasis Springs. Поскольку их было всего два, не было необходимости в меню миров, как сейчас мы это можем наблюдать. Поэтому городки отображались в верхнем левом углу. Возвращаясь к двум базовым игровым городкам, мы получили обновление в июне 2015 года, которое включало в себя совершенно новый пустой мир под названием Newcrest. Лично я хотел бы, чтобы они добавили еще одно обновление базовой игры, которое включало в себя новый мир. Строители городков скажут разработчикам огромное спасибо. Давайте перейдем к режиму создания персонажа. Здесь не было каких-либо кардинальных изменений. Я считаю, что главными изменениями является добавление большого количества цветов волос и оттенков кожи. На старте игры у нас были только вот эти. Поэтому было выпущено обновление, которое включало в себя дополнительные оттенки. В 2018 году разработчики добавили 10 новых цветов кожи. Позже, в декабре 2020 года, была пересмотрена система оттенков кожи. Теперь благодаря ползункам нам стали доступны 1000 пользовательских вариантов оттенков кожи. Вместе с изменением кожи в этом патче мы получили обновление для макияжа, которое также включало в себя дополнительные ползунки, благодаря которым мы могли изменять прозрачность, яркость и цвет макияжа. Теперь переходим к жизненным целям и чертам характера. Со временем были добавлены несколько черт характера, такие как ревнивый и клептоман, а также жизненные цели, подлый партнер и надежный сосед. Я думаю, что в базовой игре должно быть больше черт характера и жизненных целей. Прошло ведь целых 8 лет. А их все еще так мало. Хотя по сравнению на 2014 год, сейчас немножко лучше. В 2016 году вышло гендерное обновление, которое позволило одевать женскую или мужскую одежду независимо от пола, также и прически. Но это еще не все. У нас был выбор между различными видами походок, телосложения и тонами голосов, несмотря на их гендерную принадлежность. Появилась возможность выбирать, может ли Сим забеременеть, а также может ли Сим писать стоя. Совсем недавно разработчики выпустили обновление местоимений. С этим обновлением стало возможно выбирать местоимения для персонажей и даже создавать свои собственные. Для того, чтобы создать, нам нужно нажать на графу для вписания имен. Справа у вас появится отдельная категория с выбором местоимений, и там вы уже можете все настроить под себя.
Но данная функция доступна только на английском языке. Разработчики пообещали игрокам, что в будущем они планируют расширить эту функцию для всех. На запуске игры не было тоддлеров. Разве это не безумие? Со взрослением ваш грудничок буквально сразу же переходил в стадию ребенка. Малыши были добавлены только в начале 2017 года. Только подумайте, целых 3 года. Стоит отметить, что малыши в Sims 4 выглядят куда взрослее, чем в остальных частях. Например, в Sims 2 и в Sims 3 малышам на вид около 1 или 2 годиков, и они не могут ходить, поскольку они очень маленькие. В Sims 4 тоддлерам на вид 4 или 5 лет. И они могут ходить, даже с самым низким навыком передвижения. Хотя иногда они могут спотыкаться, но они могут даже взбираться и спускаться по лестницам, опять же спотыкаясь. Их способность передвигаться улучшается по мере увеличения уровня навыка передвижения. Достаточно странно, что с выходом дополнения «Времена года» были добавлены наряды для жаркой и прохладной погоды в категории одежды в базовую игру. Более того, разработчики добавили малышам купальные костюмы, так как со временами года пришел детский бассейн. И если у вас только базовая игра, купальник малышам не понадобится вовсе, потому что им просто-напросто негде будет плавать. Это нововведения были добавлены несмотря на то, что в базовой игре нет ни погоды, ни времен года. Еще одним большим обновлением для кассы является история персонажа, которая вышла в 2019 году. Вы просто отвечаете на определенные вопросы, по которым игра генерирует для вас персонажа. Сим будет иметь жизненную цель, черты характера, а также с некоторым шансом он будет иметь карьеру и пару навыков 3-го уровня. Также семейный бюджет персонажа может быть стандартным, выше среднего или большим. Вы сможете изменить внешность Сима, но не сможете изменить ему черты характера и жизненную цель. Я считаю, что это обновление добавляет какую-то свою индивидуальность персонажам, несмотря на то, что я этим не пользуюсь. Но если вы хотите начать новую игру и вам не особо хочется придумывать историю для вашего персонажа, то почему бы не воспользоваться данной функцией? Вы создали персонажа, и теперь, вероятнее всего, вы захотите построить ему дом. Давайте перейдем к режиму строительства и посмотрим изменения там. В 2014 году мы не могли строить здания высотой выше 3 этажей. Позже, в 2015 году, разработчики добавили возможность строить подвал. Теперь на данный момент в режиме строительства мы можем построить здание высотой в 4 этажа и подвальное помещение также в 4 этажа. С запуском игры не было бассейнов, но они были добавлены в игру довольно быстро. Тем не менее, стоит упомянуть, что утопить персонажей в Sims 4 гораздо труднее, нежели чем в других частях. В основном это происходит из-за того, что персонажи могут спокойно вылезти из бассейна даже без лестницы. Поэтому, чтобы убить вашего персонажа, вам потребуется построить забор или вознести стены вокруг него. Но я вам ничего не говорил. Базовая игра не включала в себя джакузи. Они были впервые представлены в 2015 году в каталоге «Внутренний дворик». Но позже, к 20-летию серии The Sims, разработчики в 2020 году решили, что зачем мы выпускали отдельный каталог «Внутренний дворик», если мы можем сделать в базовой игре подарок для наших игроков — бесплатное джакузи. Поэтому да, теперь у нас есть одно джакузи в базовой игре. Еще один элемент, который отсутствовал в игре, это ландшафт. Его не было до 2018 года, а инструменты для создания водоемов мы получили только в 2021 году. С одной стороны это очень круто, а с другой это очень даже плохо, ведь такая функция появилась в игре только спустя 7 лет после релиза. Известного чит-кода для строителей BBMoveObjects не было в игре. Он был добавлен через несколько месяцев после релиза. Кроме того, объекты из режима откладки появились спустя несколько лет после релиза игры, поэтому у игроков не было доступа к крутым вещам, которые бы действительно улучшали ваши постройки. В базовой игре 2014 года не было возможности как-либо изменять лестницы. Их обновление вышло в 2019 году. Тогда у игроков появилась возможность видоизменять их, что открыло новые возможности к строительству.
Конечно, было очень много обновлений режима строительства для базовой игры. Было множество недостающих вещей. И можно сказать, что в базовой игре 22 года все еще много чего не хватает. Я быстро пробегусь по обновлениям, что были добавлены в игру в течение нескольких лет. А именно возможность перемещать все на участке, инструменты, связанные со стенами, полустенами, возможность дублировать комнаты, лестницы, а также расширенный инструмент крыш с дополнительными параметрами. Дополнительные высоты стен, восьмиугольные, пятиугольные и круглые крыши, возможность уменьшать и увеличивать объекты, стеклянные крыши, посудомоечные машины, потолочные вентиляторы, обновление освещения, обновление фундаментов, а также черты участка, испытания, платформы и, наконец-то, новые расцветки мебели. Ух, как много обновлений. А также в скором времени в игру будут добавлены изогнутые стены, что просто великолепно. Наконец-то перейдем к геймплею. В него было внесено несколько изменений, но не так много, как в других категориях. Начнем с того, что призраки были добавлены в игру спустя месяц после релиза. В игре появилась возможность нанять няню, барменов, специалистов по ремонту, садовников, а также призвать грустного клоуна. У нас появились новые карьеры: бизнесмен, спортсмен, фриланс, а также возможность зарегистрировать свою собственную карьеру. Также добавили оплачиваемый отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам и семейное древо. Подождите, семейного древа не было в базовой игре с самого начала? Что? В других обновлениях мы получили управление дверями, а также присваивание кроватей. Также вернулась жизненная цель – жареный сыр. Мы получили камеру от первого лица, календарь, добавлены новые эмоции, а также многочисленные события по типу испытания Растаман, Сим-сессия и весенние испытания. Разработчики также изменили отношения между другими персонажами. Сначала это было так. Вы наводите курсором на симов в панели отношений и видите основную информацию о персонаже и кто они для ваших персонажей. После дополнения Снежной просторы у нас появился более подробный профиль персонажа. Они добавили это окно, так как ввели новую систему чувств. Чувство — это то, что ваш персонаж чувствует к другим. Логично. Вы также сможете увидеть, что другие симы чувствуют к вам. Чувство появляется со временем и после определенных моментов, например, как готовки мести, драки, ссоры, романтические отношения, женитьбы и замужество. Но чувства могут пропадать, так как и в реальной жизни чувства могут просто остыть. И вы можете это увидеть, просто нажав на персонажа и выбрать «Открыть профиль персонажа». Все это влияет на настроение ваших персонажей в зависимости от их воспоминаний. Допустим, если вы поссорились с кем-то, то ваш сим будет злиться, грустить или напрягаться рядом с персонажем, с которым он подрался. А если они, например, готовили вместе, то ваш сим будет чувствовать себя счастливым. Еще одно обновление появилось примерно перед дополнением «Загородная жизнь», и оно принесло совместную готовку с другими персонажами. А раньше персонажу приходилось все готовить в одиночку, но теперь появилась такая возможность, как готовить вместе с другими персонажами. Для этого вы нажимаете на кухонную тумбу, выбираете действия и персонажей, с которыми хотите готовить. И да, дети тоже могут готовить вместе со взрослыми персонажами. Двумя самыми большими обновлениями в настоящее время являются соседские истории и сценарии. Сценарии бывают как временные, так и те, что останутся в игре навсегда. Соседские истории оживили неиграбельных персонажей в вашей игре. Благодаря этим соседским историям неигровые персонажи могут делать данные действия, а именно усыновить ребенка, завести детей, усыновить кошку или собаку. Если у вас есть, конечно, дополнение кошки и собаки, начать карьеру или завершить ее, переезжать с участков на другие, или умереть от какого-либо несчастного случая. Все это отличается от базовой игры 2014 года и определенно является глотком свежего воздуха для нее. За годы игры прошло много нововведений, какие-то из них были очень необходимыми, какие-то были долгожданными, но несмотря на все эти обновления, я бы все же сказал, что базовая игра сама по себе не самая лучшая. Покупка дополнений игровых наборов, каталогов действительно содержит в себе весь необходимый и интересный контент для вашей игры.
Так что делайте выводы, пишите комментарии, согласны ли вы с моим мнением, напишите, чего вам не хватает в игре. С вами был Фиджик, было приятно с вами пообщаться, рассказать вам. Всех очень сильно люблю, увидимся скоро, всем удачки и всем пока-пока.